В маленьком доме на окраине города жила семья. Мужчина по имени Виктор, его жена Ольга и ее 10-летний сын Павел, который был парализован с рождения. Виктор был добрым человеком, но работа забирала все его силы и время, а Ольга часто жаловалась на трудности, которые ей приходилось испытывать в уходе за больным ребенком. Она чувствовала, что Павел стал для нее тяжелым бременем, что его зависимость от других ограничивала ее жизнь, а ее собственные мечты и планы рушились. С каждым днем ее терпение иссякало, и однажды Ольга приняла ужасное решение. Она решила избавиться от мальчика. Виктор был на работе, и в этот момент она поняла, что ее шанс пришел. Ольга аккуратно посадила Павла в коляску, взяла с собой немного еды и воды, как будто собираясь просто прогуляться, но на самом деле ее план был иным. Когда они оказались в лесу, Ольга оставила его у дерева, укрыв его одеялом, словно готовя ко сну. «Ты больше не будешь нас мучить», — шептала она, чувствуя облегчение от принятого решения. Не имея сил наблюдать, как страдает мальчик, она быстро вернулась домой, убедившись, что оставила его вдали от людей. Вернувшись, она приготовила ужин, и когда Виктор вернулся с работы, она встретила его с притворной радостью, как будто ничего не случилось. Виктор заметил ее странное поведение и, не обнаружив Павла дома, спросил, где его сын. Ольга с каждым вопросом мужа становилась все более напряженной, пока, наконец, не сломалась. «Он больше не с нами», — сказала Ольга, едва сдерживая слезы. «Я оставила его в лесу. Я не могла больше терпеть». Виктор был в ужасе. Он не мог поверить своим ушам. Его сердце сжалось, он бросился в машину и поехал в лес. Он не знал, что его ждет, но чувство вины и страха за сына гнало его вперед. Приехав на место, он обнаружил мальчика, слабого и замерзшего, но все еще живого. Виктор обнял его, понимая, что не сможет простить себе этот кошмар, но все же ему удалось спасти сына. В ту же ночь Виктор вызвал полицию. Ольга была арестована, и ее признание стало достаточным для того, чтобы ее судили. Виктор забрал сына домой, где они начали новую жизнь. Все, что оставалось, это попытаться пережить это ужасное испытание и построить будущее, полное любви и заботы. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.